С вами канал «Фронтовая кинолетопись», и по многочисленным просьбам зрителей наш сегодняшний выпуск посвящен триумфальной Ясско-Кишиневской операции. Большинство кадров фронтовой кинохроники вы увидите впервые. Проведение операции возлагалось на войска 2-го Украинского фронта Малиновского, 3-го Украинского фронта генерала армии Толбухина и Дунайскую военную флотилию контр-адмирала Горшкова. Действия фронтов координировал представитель Ставки маршал Советского Союза Тимошенко. Для проведения операции привлекались 1 250 000 человек, 16 тысяч орудий и минометов, около 2000 танков, более 2000 самолетов. Перед советскими войсками оборонялась группа армий Южная Украина генерал-полковника Фриснера в составе 8-й и 6-й немецких, 3-й и 4-й румынских армий и 17-го немецкого отдельного армейского корпуса. Противник, используя гористый рельеф местности и многочисленные реки, создал мощную глубоко эшелонированную оборону с развитой системой инженерных сооружений. 20 августа в 7 часов 40 минут после мощной артиллерийской и авиационной подготовки войска 2-го и 3-го украинских фронтов перешли в наступление. Одновременно штурмовая авиация с интервалами в 15 минут наносила бомбовые и штурмовые удары по наиболее сильным опорным пунктам и огневым позициям артиллерии противника. Артподготовка и удары авиации оказались весьма эффективными. Огневая система противника была подавлена. Враг понес большие потери в живой силе и боевой технике, особенно на главной полосе. Как позднее вспоминали участники тех боев, когда мы двинулись вперед, то на глубину примерно 10 километров местность была черной. Вражеские траншеи, вгрытые в полный рост, превратились в мелкие канавы, глубиной не более чем по колено. Блиндажи были разрушены. Соединения 2-го Украинского фронта в первой половине дня прорвали 2 полосы обороны противника. В полосе 27-й армии генерал-лейтенанта Трофименко начался ввод в прорыв 6-й танковой армии генерал-лейтенанта Кравченко, которая, несмотря на все усилия, не смогла оторваться в наступлении на значительное расстояние от пехоты. Это объяснялось тем, что выдвинутые из оперативного резерва немецкие передовые части 1-й танковой и 18-й горной пехотной дивизий заняли оборону на подступах к хребту Мары и совместно с отступавшими остатками разгромленных частей 5-й и 76-й пехотных дивизий оказывали упорное сопротивление советским войскам. В связи с тем, что противник удерживал в своих руках Ясские высоты, 18-й танковый корпус ввести в прорыв в первый день операции не удалось. Серьезную помощь наступающим советским войскам оказала 5-я воздушная армия генерал-полковника Горюнова, которая произвела в этот день 1580 самолетов-вылетов. Наступление 3-го Украинского фронта было настолько стремительным, что к исходу первого дня операции его войска завершили прорыв главной полосы обороны противника и вышли ко второй оборонительной полосе, местами вклинившись на глубину от 10 до 12 километров. Это создавало благоприятные условия для развития стремительного наступления в глубину и для изоляции соединений 3-й румынской армии с целью последующего их разгрома по частям. На второй день Фриснер подтянул в район прорыва 2-го Украинского фронта части 12 дивизий, в том числе 2 танковые, и контратаками пытался остановить его наступление. Однако ввод сражения в полосе 52-й армии 18-го танкового корпуса, а вспомогательном 7-й гвардейской армии и конно-механизированной группы генерал-майора Горшкова сорвали планы противника. Войска 2-го Украинского фронта продолжали наступление в глубину обороны. К исходу дня соединения 27-й и 6-й танковой армии захватили перевалы на хребте Мары, а в течение ночи завершили прорыв армейской полосы обороны немцев. Войска 52-й армии генерал-лейтенанта Каратеева к этому времени овладели крупным политическим и экономическим центром Румынии, городом Яссы, преодолели все 3 вражеские оборонительные позиции и вышли на оперативный простор. В связи с достигнутыми успехами Ставка издала директиву, в которой указывала на необходимость объединенными усилиями 2 фронтов быстрее замкнуть кольцо окружения в районе Хуши. Выполняя указания Ставки, 22 августа перешли в наступление соединения 4-й гвардейской армии генерал-лейтенанта Галанина
наносившей главный удар на правом фланге вдоль восточного берега реки Прут. К исходу этого дня войска фронта глубоко охватили группировку противника в районе Яс и Кишинева с запада. 23 августа соединения 27-й армии 2-го Украинского фронта завершили выполнение задачи на 5 дней раньше запланированного срока. В этот же день 6-я танковая армия очистила от немцев города Васлуй и, продвинувшись на 45 километров южнее, овладела городом Бырлат. Войска 7-й гвардейской армии генерал-полковника Шумилова полностью преодолели Тыргу-Фрымусский укрепленный район и форсировали реку Серет. Продолжая наступление 24 августа, войска 4-й гвардейской и 52-й армии при помощи 18-го танкового корпуса вышли к реке Прут на рубеже западнее Хуши, Коту-Мори и соединились с передовыми частями 3-го Украинского фронта. Таким образом, оперативное окружение Кишиневской группировки противника в составе 18 дивизий было завершено. В этот же день войска 46-й армии, которые форсировали взаимодействие с Дунайской военной флотилией Днестровский лиман, окружили 3-ю румынскую армию, которая на следующий день прекратила сопротивление. Об освобождении столицы Молдавской республики Кишинева и втором этапе Ясско-Кишиневской операции смотрите в следующих выпусках.